Добро пожаловать на самый душный квиз по доте. Мы взяли двух главных душнил Авроры, Егора Найтфола и Яна Непомнящего, и подготовили для них настолько нудные вопросы, что даже и не надеялись услышать правильные ответы. А чтобы это было еще интереснее, посадили на судейское кресло человека, у которого первая и последняя игра в доту была сыграна под присмотром Миры на Медовой Луне, Ариану Лалаеву. Спорить с ней и доказывать свою правоту за баллы бесполезно. Ведь что значат эти слова из вопросов, она не имеет ни малейшего понятия. Кто кого передушнит? Давайте смотреть. Всем привет, ребят! С вами снова Ян и Nightfall. Вы, наверное, уже видели квиз между Мирой и Старым Богом. А что мы должны написать? Прочитай. Угу. Комментатора, получается, должны написать. С 9-10 причем. Сейчас мы будем делать плюс-минус такую же историю, только уже с нами. Привет, ребята! Я буду сейчас задавать вам вопросы разных уровней сложности. Для меня они все безумно сложные, так что я буду еще по ходу и образовываться, смотря на ваши ответы. Желаю вам удачи в этой зарубе. Вы готовы к первому раунду? Here we go again. Go! Вопрос первый. В очень старых версиях Dota 1 существовал концептуальный герой по имени Маверик. Одна из его способностей наносила противнику урон, равный количеству имеющегося у Маверика золота, но имела шанс 20-30% потерпеть неудачу, из-за чего герой терял всю эту сумму. Как называлась эта способность? У вас минута на ответ, а у вас переборщило, у вас 30 секунд на ответ. Время пошло. Как называлась способность? Если что, я как бы в эту версию тут я не играл вообще. А, вы не играли в эту версию? В эту, но это как бы, я не знаю, это, видимо... А могу подсказки давать? Ну, это, видимо, Ладно. 5 сколько-то там, я не знаю, это где-нибудь... Ну, я не знаю. 5.7 где-нибудь, я не знаю, ну ладно. Ты просто прибрался на доске пока. Не, ну я протестировал маркер. Итак, время закончилось. Скажите, ребята, есть ли у вас ответы? У меня есть версия. Нет. Но она дурацкая. Так, хорошо. Дурацкая версия, без это ответа? бросок кошельком. Бросок А что кошельком. такого? Ну, как- Нет, это на английском же так Ну, окей, throw in, like, throw your wallet. Throw in wallet. Блин, возможно, у меня не получится образовываться сегодня, потому что это неправильный ответ. Так ты знаешь ответы, конечно, ты образовываешься. Правильный ответ – all in. Знали вы? Хороший. Хороший ответ. Хороший, да, Хороший? хороший. Мы могли до этого дойти. Ну ничего, первый вопрос, вы только Он разогреваетесь. терял это всю мать. сумму или 20% золота? Или терял всю сумму? 20-30%. Вопрос 2. В ранних версиях Dota 2 способность Earth Splitter у героя Elder Titan имела задержку перед срабатыванием ровно 3,14 секунды, что являлось прямой отсылкой к числу π. Однако в одном из обновлений разработчики изменили это значение на другую фундаментальную математическую константу, равную 2,7182 секунды. В честь какого числа и какого ученого названа эта новая задержка? О боже мой, очень сложно. Время 271? 271. 2.7182. То есть 2 дробь. Боже, ребят, сил вам. Ну тут математики надо шарить. Константа. Не физики? Ну, математическая константа, говорят же. Фундаментальная. И время подошло к концу. Но если Нужно вдруг... назвать ученого, да? Да. Короче, не могу вспомнить. А вы технари, да? Я шахматист. Я вообще ни при чем, если что. Отмена вопроса. У вас нет ответа. Нету. Это число Эйлера. Ну, это мало шансов было. Мало шансов, да? Ну, у меня мало, по крайней мере. Ну, спасибо Эйлера вообще Эйлеру, не что мы слышал. теперь это знаем. Жаль этого добряка. Я думал, его просто бафнули, знаешь, чтобы пораньше срабатывал сплиттер. На International 9 в матче на вылет в формате БО-1 шведская команда Альянса планировала забанить одного конкретного героя. Однако из-за истечения времени резервного таймера и критического мисклика капитана Инсания этот герой был случайно пикнут в их команду. Команде пришлось экстренно адаптироваться на ходу и отправить его в сложную линию оффлейн, но игру спасти не удалось. Какого героя не случайно пикнули? Время пошло. Нужно повторить какие-то моменты. Я понял. А я не понял. Логика есть. Ну, Версия. Ну ты либо это где-то слышал и знаешь, либо нет. Не слышал, не знаю, только логику.
Ну, чтобы это была прям совсем трагедия, и он пошел в итоге во флейм. У меня только одна версия может быть. Запиши ее тогда. Но я записал. Ну, Ну, давайте ты записал? в этот момент. Так, и ты показывай. Ну, Егор, правильный Там, ответ. ну, там Инсейния, короче, мискликнул, гирокоптера пикнул, они должны были его забанить вроде против Биста или там Энигму, а у него, короче, время вышло 0-0, и Да. типа он хотел забанить, и ну, поэтому следующий пик пикнул, да. и они проебали. 23. В эпоху ранних версий Dota All Stars до революционного патча 6.42 артефакт Ёшкин кот. Ages of the Immortal не являлся наградой за убийство Рошина. Его можно было собрать в магазине. Помимо того, что он давал 3 заряда реинкарнации, срабатывающих на фонтане, какие 2 мощные пассивные защитные характеристики предоставлял этот артефакт? И из каких 3 базовых предметов, не считая дорогостоящего рецепта, он собирался? Ух! Так, ну это как бы несложно. Да? Ну да. Отлично, отлично. Время пошло. Круто, круто. Мне вопрос кажется вообще таким Третий я, правда, не помню. солидным. То есть, типа... Ну, хоть даже если 2 запишите, если вы уже записали. It's okay. Ну, я буду И- по... 5 секунд. Готовы ответы? Короче, Ну. мой ответ хуёвый. Короче, Где? из арбов и сакра, да? Не, точно не Сакрида. Там была, по-моему, был плейтмейл, был клоков на антимагию. И что-то было третье. Отлично, отлично. Третий я просто не помню. Может, Виталити бустер был, не знаю, что Вот такое тоже на какой-то ХП. бустер точно. Ну, короче, из 2 арбов и сакра, да, мой ответ. Не, Сакрид вообще ты что ж на защиту. Сакрид только в рапире был и в радике. Всегда. Правильный, наиболее близкий к правильному ответу ответ Яна, если я правильно понимаю. И третий предмет, который ты не назвал, это Stout Shield. Stout Shield? Yes. Фига себе. За 250 щиток бомжа. Введение нейтральных предметов радикально изменило экономическую архитектуру игры. Многие из них были оперативно удалены из-за создания критических ситуаций, не поддающихся балансировке. Назовите как минимум 3 удаленных нейтральных предмета 5-го разряда Tier 5, которые давали беспрецедентные эффекты. Ну вот тут вот в ответах, знаете, список большой. И вот из Ну, этого типа списка имбалансный, да? можете что-нибудь назвать, да? Время идет. Там же кучу предметов удалили не потому, что не балансные, а просто их удалили вот еще. Но их как бы они не засчитываются. Они засчитываются, по идее. 5 секунд. Нужно больше времени. И время вышло. Показывайте свои дощечки, ребят. Ну, я 2 назвал. Так, а можешь прочитать? Helm of the Undying и Ex Machina. Так, экс-машина, вы попадание 100% Ну, Helm of организовали. Undying тоже, как бы, да, то есть это... А у вас что? Helm of Undying, Баллиста и, по-моему, Кольцо Великана же тоже брали, да? Giants Ring. Это тоже сломанное было, типа, ну, Giants Ring, да, убрали. абсолютно сломанное, что Да, ты да. просто... Блин, забыл про него. Ну, по баллу каждому, да. Все, ребята, Я написал отлично. 3, он написал 2, но по баллу каждому. По баллу каждому, Понятно. по баллу каждому. За Helm of Undying сразу балл получаю. В ранней истории разработки до масштабного патча 6.60 дифференциация... до 6.40, до 6.60. Ну, 6.27, я, по-моему, играл первую. В ранней истории разработки до масштабного патча 6.60 дифференциация способностей героев была слабой из-за ограничений движка Warcraft 3. Целых 3 разных героя ближнего боя имели абсолютно идентичный активный навык под названием Blink Strike. Базовый телепорт к цели с бонусным уроном на первую атаку. Назовите этих 3 героев. По-вашему, слышу, что легкий вопрос для вас. Не прям легкий. Ян готов. Я готов. Так, Егор. Я вот третьего не факт, что правильно. Ничего, мы вам одинаковые баллы дадим все равно, короче- если ты 2 напишешь. Так, Фантомка, Войд, Рики. вот вам не Рики, Войда, а ЦК. Вот Войда Только нет, не да, Войда, да, ЦК. да, да. ты попал в 2 из 3 действительно. Правильные Я вот третьего ответы. Рики, Фантом Ассасин и Хаус Найт. ЦК, да. А ты попал во все. Ну, так получилось, Даша. Ну, 1-1. Понятно. Найс. Не, ну так Хоть нет. один угадал, как бы уже неплохо. как бы. Ты Нет, написал, как нет, бы, ну да. так не должно быть, что прям одинаково, скорее всего. Я думаю, должно быть, что им Яну дают одно, а мне половину. Если... 0,5. Ну да. Давайте 0,5 Ну, дадим. все равно вообще. Можно и так.
В августе 2024 года матчмейкинг Dota 2 был буквально парализован критическим эксплоутом предмета Hand of Midas. Midas, thank you. Суть эксплойта заключалась в том, что игроки могли бесконечно генерировать заряды Мидаса. Какое базовое действие со своим союзником нужно было совершить, чтобы система по ошибке выдала дополнительные заряды? Так, глубокий выдох. Я сейчас вот ни разу вроде этим не будет, занимался. Да? Что-то в него надо было вложить обычно какие-то, типа, как с вардами обычно это баг был. Но нет, ты на него мог что-то типа с любой части карты на него вроде что-то типа с ним сделать, и у тебя это Мидас. Ну, если бы я хоть раз забузил, я бы знал, что надо делать. Блин, Я опять тоже не же, знаю. это проверка была. И то, что у вас нет ответа на этот вопрос, Потому что это вы и есть честные ребята. правильный ответ. Ребята, поздравляю. Время вышло, у вас ответа нет, и это замечательно. А ответ такой. Передача предмета союзнику. Два героя с Мидасами прикладывали их друг к другу в инвентарь или на землю. При обратном возврате в специфическом порядке движок ошибочно дублировал заряды и сбрасывал кулдаун. А вам это знать и не надо, собственно. Ничего, ребят, двигаемся дальше. Биография драконьего рыцаря Давиона деконструирует классический фэнтезийный троп о герое, побеждающем чудовище. Легендарный Эльдвурм Слайрак ко времени их встречи был невероятно стар, страдал от гниения чешуи и сам умолял рыцаря об убийстве из милосердия. Через какой конкретно мистический биологический канал Слайрак передал Давиону века мудрости и всю свою первородную силу в момент смерти? Ты смотрел это аниме? Как бы, Ну, я, по-моему, смотрел, Я но это... смотрел на вот этот Я момент. тоже не помню, да. Что это и мистический, и биологический. Биологически это, простите, какое-нибудь отверстие должно быть. Напишите что-нибудь. Вы имеете волю писать что угодно. Есть Таблички. два предположения. Вообще нет идеи. Клятва свиток. 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 Что у меня Не с знаю, ударением? просто через дыхание вдохни, как бы что-нибудь там нужно было вдохнуть. Блин, спасибо за то, что вы вложились действительно Да. в ответ на этот вопрос. Я чувствовала ваше старание. К сожалению, ответы неправильные. Ничего Через страшного. кровавый тракт. Но мне очень нравится, как звучат ваши ответы. Я бы дала вам баллы, если бы Кровавый тракт? я могла управлять. Когда Давион из милосердия вонзил меч в грудь древнего дракона, Слайрак последним усилием пронзил горло рыцаря своим когтем. Когтем, как вам больше нравится. Смешав их в генетический материал. Этот акт слияния произошел через концептуальную магистраль, известную в лоре как кровавый тракт. Окей. Окей, да. Ну, это легкий был. В пантеоне расы скайрасов богиня Скриок, даровавшая Шандельзаре темную энергию вместе, находилась в состоянии глубочайшего упадка. Ослабленная до такой степени, что у нее остался лишь один преданный последователь, она вынашивала план мести. Однако в этом же пантеоне у него заклятый враг есть, другой бог, чьих служителей она пыталась уничтожить чужими руками, манипулируя, в частности, Джаггернаутом в официальных комиксах. Назовите имя этого бога-соперника. Это тоже занимай, по-моему. Это из интернета. Да, ну ладно, да. Очень красивые истории тут. А это было в этом событии, короче, когда там... Я просто это событие вообще не играл. Не знаю. Ну, типа, где-то нужно было проходить какую-то хрень и... Как это? Думаю, вряд ли. Назовите хотя- Ну, как-то типа Скаймаг, Винга, вот у них какой-то свой лор был, потом они еще Кес туда добавили. И вот там было Типа какое-то событие, да. Маганим был. Вот что-то такое, да. А- Я не прав. Вы, к сожалению, оба не правы. Написал? Зевс и Марс. А, Инвокер написал. Так он нахер не бог. Нет, в смысле, ну, в комиксах он был какой-то очень... Ну, не в комиксах, он в аниме был супер крутой. Но он не бог. Нет, по-моему, он как бы типа божественный там считался. Правильный ответ – Авелива. А, ты, конечно, Конечно, да. О, Мы забыл, да. Немножко. Да, кто там? Авита? Авиалина. Опять Авелива. авиасейлс, что ли? Давай Авелива. дальше. Достижение ММР. Достижение ММР традиционно является важнейшим маркером индивидуального микроконтроля. Кто стал первым в мире профессиональным игроком, официально преодолевшим фантастическую отметку в 13 тысяч ММР? И на каких 3 героях Кэрри он преимущественно играл для достижения этого исторического рекорда в конце 2022 года? 2022 года? В те годы я вообще не играл в доту. Обидно. Ладно. Вот имя игрока очень созвучно с именем рэпера. Ладно. Это вам ничего, да, не дало? I got 1, 2, 3, 4, 5 in my А, bank account. я думал про него. Блин, Ян, Это по-братски, ну это что? Это как раз был, типа,
человек, про который я подумал. Окей, показывай ответ. Все верно, Егор, это игрок 23 Savage. Одноименный практически рэпер 21 Savage есть. Ну, это я бы не назвал точно. Игровая выносливость на турнирах высшего уровня измеряется сотнями часов в кабинах. Какой профессиональный игрок удерживает абсолютный рекорд по наибольшему количеству сыгранных матчей на турнирах серии International, включая все стадии, проведя более 254 игр? Щенок такой. Ну, камон. Камон. Камон, как бы, ну, я и так его бы написал, как бы, да. Ну все, тогда. Я не понимаю. Итак, покажите свои ответы. Климент Папи Иванов. Правильный ответ. А у Я Егора Климента что? написал. Я Попей написал. Да. Ну ладно, Климент или Попей, ну, одно и то же, Да. наверное. Я просто Тогда очень не ты было, еще подсказываешь. не было никакой Я версии. еще не знаю, подсказываю вопрос. и У меня не запутываю. было никакой версии, кто это может быть, кто на Ну, втором я месте, написал интересно. Проки. Англоязычный мем Jam is an ass стал одним из самых громких корпоративных скандалов в истории киберспорта. Кто лично произнес, а точнее написал на форуме Reddit эту фразу, объясняя причину внезапного увольнения англоязычного ведущего Джеймса Бонд. 2GD Хардинга прямо посреди шанхайского мейджора? Это в Доте было? Это было ли в Доте? Да. Кто написал? А вы знаете про этот мем James is an ass? Ну, Ну, есть рандомно совершенно, на PPD совершенно пускай версия. Напишите. давай. Итак, неправильно, ребят, к сожалению. Извините, Шивер? что потратила ваше время. Не Шивер? Гейб Ньюэлл некий сказал такую жесткую Господи, кто фразу еще мог его так обругать, да? про Любой Джеймса. мог. А заслужил Ну, как Джеймс бы слишком, да? такое? Все-таки, мне кажется, если это публично. Да нет, так он же там, типа, что-то вообще сделал, типа, ну, короче, очень плохое. Я забыл, что. Англоязычный комментатор LD Дэвид Горман подарил сообществу одну из самых узнаваемых фраз в истории Dota 2. Во время безумной защиты базы командой Альянса, когда Огри Маги непрерывно оглушал противников мультикастами, LG в приступе неконтролируемого хайпа прокричал «Динг-динг-динг!» многоточие. Каким нецензурным словом закончилась эта знаменитая фраза в прямом эфире? Ну, Легко. Верно, ребята, отлично. Получаете вы по баллу. Motherfucker. Вот так и сказал. EG, can they close it? Universe desperately scrappy, clawing, ding, 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 motherfucker. осуждаю, не одобряю. Короче, ты все равно выиграл. Мозги не делай. Все, ты выиграл. Приза у нас никакого нет. Приз — это Ради чего мы дружба старались. и взаимное уважение друг к другу. Главный приз. Мы узнали много нового. Мы знали про бог Авиалину. Да, и про Мэверика еще узнали, важно. Спасибо, друзья, что смотрели. Как обычно, пишите комментарии, ставьте лайки, помогайте продвижению. И 2 комментаторам, случайно выбранным, мы подарим арканы. Пока.